Ну что, дорогие друзья, начинается у нас игра на карте Cobblestone, Нави против Virtus.pro. Пистолетный раунд, я снова буду, скажем так, снимать по раундам, пробежусь по всем, пробегусь, извините. И снова какая-то пауза, о боже, нет звука у нас, убьяли, поэтому, увы, придется еще подождать. Но бывает и такое. К счастью, проблемы не у команды Нави, проблемы как раз таки у Virtus.pro. И может быть, звука не будет, убьяли до конца этого матча, им придется играть без наушников, и тогда будет хорошее преимущество. Пошли 1 на 1 говорит, без проблем, только после обнимашек. Гардин пишет окей. Ну и мы ждем теперь, когда ребята продолжат матч. Раш Б у нас первый раунд. Начинается Раш Б, только какой-то с секреткой, да, по-моему, сказали? Небольшой. Какой-то там небольшой апдейт у команды Нави в плане этой тактики. Но Раш на Б это была не была. В принципе, поляки могут вдвоем принимать А, могут один человек принимать А-план. И тогда 4 принимает Б-план. Но опять же, все равно очень тяжело будет игрокам защиты задержать этот выход, эту комбинацию. Хотя могут сейчас укрепить секретную комнату, и тогда не так уж и легко и просто будет выходить. Оп, попали в голову только что. Преимущество полное теперь у команды Нави. Позиции шикарные. Эдвард должен забирать куб. В итоге Паша погибает. Минус все. Отличная работа от команды Нави. 3 человека, нет, 4 все-таки человека принимала точку Б и без шансов. Просто без шансов для команды Virtus.pro. Ну так вот легко и просто на карте Cobblestone берется пистолетный раунд. Казалось бы, да, чемпионат мира, можно придумать сверх какие-то тактики, но старый добрый раш на Б с арморами в итоге отличное преимущество поначалу. Но мы все прекрасно знаем, что команда Нави любит отдавать эко-раунды, поэтому не стоит расслабляться и, естественно, нужно играть до конца. Проходит по стандарту свою боковуху. Чекают близлежащие углы, все под коктейль Молотова. Тут, в принципе, шансов никаких не было у игроков защиты, которые могли здесь находиться. Но, опять же, такой проход через боковуху увидели у многих команд. Это уже, скажем так, дефолт, который делают абсолютно все. Минуту до конца смог боковухи. В принципе, это ни на что не повлияет. Правда, кстати, бомба у Нави под Б-плентом. Насколько я понимаю, парни сейчас будут пытаться сделать киллы. А на Б ребята, естественно, должны будут выходить и ставить бомбу. Ну и разваливают абсолютно всех. Остается один на пленте, Паш погибает и все. Есть инфа по последнему. Нави берут 2-0 и у поляков полная эко. Первый бай-раунд. Как всегда, один из самых важных раундов. Тот, кто его берет, а точнее, если его берут террористы, которые лидируют по счету 3-0, они обеспечивают себе как минимум еще один раунд. И в самом начале игры можно делать 5-0. Но, опять же, это Cobblestone, тут за атаку можно брать много раундов, тем более Нави умеет брать много раундов, и это нужно делать. Эдвард, кстати, не менял свой девайс, продолжает играть с УЗИшкой, отличная реализация, забирает Пашу, Нави успешно выходит в итоге на Б-плент. Поляки угадывали и думали, что, мол, Нави могут пойти на А. А Нави удивили, они быстро взяли и пошли на Б. В итоге, ну, вообще Cobblestone такая карта, что здесь постоянно нужно угадывать. То есть ты не можешь по стандарту, как на всех остальных, играть 3-2. То есть если ты играешь 3-2 и выход идет на Б-плент, скорее всего, ты проиграешь. Поэтому здесь нужно играть вчетвером на Б-пленте, одному на А. Но с другой стороны, если пойдут на А, то один человек тоже не может сдержать. И в итоге тут очень такая гибкость нужна дефенсу. Скажем так, достаточно велик фактор удачи, естественно, именно на Cobblestone. Ну и взаимопонимание и коммуникация должна быть налажена. Конечно же, на про-уровне все это должно быть, но поляки в последнее время играют не очень здорово. Хотя вчера французов обыграли со счетом 16-1. Ну и взяли первый раунд. Инициатива в кармане у команды Нави, вот об этом напоминает Эдвард, но к чему он это сказал? Скорее всего к тому, что, то есть инициатива есть, не надо ее отдавать. То есть нужно каждый раунд теперь предельно сконцентрированно играть. И пушить, брать 5-й, брать 6-й, 7-й, 8-й и так далее. Ну, естественно, поляки, если возьмут 1, 2, 3 раунда, это будет уже хорошо для Virtus.pro. Но Нави постараются брать каждый раунд до конца. Хотя, конечно же, это будет очень-очень тяжело. Ну и вот опять идут теперь на Б-плент. И интересно, Virtus.pro
куда пойдут. Но, кстати, если был буст секретки, то, скорее всего, за этот план тоже кто-то отвечает. Но все равно преимущество по девайсам говорит о себе. Нави выходят и берут раунд. Экономика команды зашкаливает. У Эдварда 8000 плюс калаш. Он обеспечит своих парней девайсами на несколько раундов вперед, если что-то пойдет не так. Ну и теперь нужно искать последнего. Коктейль Молотова кинули в курятник. Ну и последний, опять же, наверное, рано или поздно придет в лапы команды Нави. Ну и счет у нас, друзья, 5-0. 50 секунд остается. Еще один байраунд. Нави сделали небольшой дефолт. Они решили очень медленно разыграть в этом раунде. Что это дает? Это дает преимущество небольшое по инфе и дает, естественно, стяжку некоторых игроков команды Virtus.pro на аплен. Соответственно, если выходишь на Б, то должен справиться с 3 игроками максимум. Ну и, в принципе, Нави прорывает успешно точку Б. Гардиан отлично работает у нас на Б-мейне. Остается, правда, 2 человека в секретке, по-моему. Или 3 человека. Нет, по-моему, 2 человека. Ну и вроде как ситуация 2 на 2, нужно справиться и убить оставшихся двоих. Хорошо! Флейми просто берет и сам оцеливает двоих на коннекторе. Уверенно зашли Нави на точку Б и взяли раунд. 6-0, у поляков снова нет денег, но, возможно, они будут покупать фамосы. Ребята отдали первый раунд, Бьяли только что раздал. И самое главное, был шанс, парни остались 3 в 3. И вот такая вот интересная ситуация произошла. Старик уже является координатором игровым. И, соответственно, он советовал парням пойти на Б. Но Зевс включился, скажем так, тоже в координаторский процесс и сказал после слов Старикса: давайте идем все-таки на А. И в итоге пошли на А и проиграли. Их поджали со всех сторон. И, ну, меня это немножко удивило, потому что, в принципе, есть координатор, который говорит полностью абсолютно все, что нужно. И вроде как игра получается. И Зевсу абсолютно не стоит вообще переживать сейчас о действиях, скажем так, тактических. Хорошо, все и так круто. Ну и вроде как Нави успешно заходят на аплент и берут раунд. Снакс остается один, соответственно, ему, скорее всего, нужно сейвить. Денег совсем нету у команды Virtus.pro, но Снакс идет. В итоге 7-1, 8-1 и, может быть, 9-1, потому что с экономикой просто все очень и очень плохо. Ну а если вернуться опять в ситуацию, то, видимо, прошлое Зевса дает о себе знать. Он часто, в принципе, в последнее время помогает команде тактически, но вот тот раунд, возможно, как раз-таки из-за него и проиграли. Вот опять, кстати, какая-то, походу, ситуация. Заходят на аплент. И снова поляки делают засаду на точке Б. Ну вот видишь, видимо, они смотрели демки какие-то команды Нави. И, соответственно, укрепляют постоянно Б-план, думая, что Нави будет ходить именно туда. Но Нави, в свою очередь, немножко играют по-другому, нежели они играли в предыдущих своих каких-то играх на Коблстоуне. И, соответственно, зачастую заходят просто на пустые точки. И угадывать абсолютно не получается у поляков. И счет 8-1. Но я уже говорил, что с деньгами напряженочка. Поэтому в следующем раунде непонятно, будут ли ребята из команды Virtus.pro делать эко. А у нас 12-2, друзья. Очень серьезно играют ребята из команды Нави. Воистину рожденные побеждать. Карт Cobblestone. За атаку взяли огромное количество раундов. И, в принципе, нужно заканчивать и брать 13-й, потому что из счета 13-2 выбраться будет почти нереально. Но команда Virtus.pro тоже в какой-то момент была чемпионской, поэтому, в принципе, может быть, что-то и покажут. Но, опять же, больше шансов у них будет показать что-либо, если возьмут третий. Я задержался. Но как раз-таки именно Нави близки к тому, чтобы затащить. Правда, непонятно, зачем взяли 5 АВП или 3 АВП. Зевс играет с АВП, Эдвард играет с АВП. А вот Эдвард сейчас вернется все-таки за своим девайсом. Тут вот он его калаш, здесь тоже взял свой АК. И ребята идут на точку Б. У Virtus.pro хороший бай, по идее, должен быть. Ну, неплохой. Вторые арморы, эмки и так далее. Но, опять же, на Cobblestone это не главное. На Cobblestone главное угадать направление атаки. А сделать это очень тяжело. Ну, ибо, по сути, 50 на 50. 2 длина, 3 дропрум. Вот такая вот тактика. Бомба, я так понимаю, пойдет на... Оп, вдали кого-то заметили. Это декой, скорее всего. Таз тем временем принял сигаретку. Таз делает минус 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, понятное дело, такой раунд никак не взять, потому что Таз разобрался знатно. Зевс выходит на плент и погибает от Паши.
12-3, друзья. Вот такой вот результат первой половины. И, возможно, поляки сейчас будут камбэчить. 12-3 счет. Но если возьмут пистолеты, то да, без шансов. Если пистолеты не возьмут, тогда поляки могут цепляться, потому что атака на карте Cobblestone — это сильная сторона. Ну что, давайте смотреть пистолеты. Для Нави очень важный раунд, собственно, как и для поляков, естественно. Для поляков это шанс, для Нави возможность. Возможность легко и просто победить на карте Cobblestone. Но опять же, если возьмут пистолетные, нужно взять второй Акабай. Вроде как атака готовится на точку Б. Эдвард занимает курятник, есть плант и Паша Эррор, Canvas стоп. Нужно останавливать игру, стоп здесь не работает. Тут нужно полностью все перезагружать. Я так понимаю, матч will pause during next freeze time. Это на следующем раунде будет пауза. Ну и непонятно, в общем, что случится. Did it too late. Ну да, здесь play on. Ого, даже так. То есть игра продолжается. А это на самом деле форс-мажор какой-то. Такого никогда не было. То есть тут на других турнирах, где стоит система e-bot, там можно написать стоп, и матч остановится, и можно будет переиграть. Здесь же такой ситуации не рассчитали почему-то разработчики, и, соответственно, у Паши была ошибка, в итоге он эту ошибку решил, и, все, и матч продолжается. Это сплита, друзья. Это сплита. Я с девятки выхожу. Зевс его не перестрелял плент. Остается у нас два игрока у команды Нави. Гарден пока что не может выйти, у него на балконе смог, но от Эдварда все зависит. 40 секунд. Пошла инфа, деревянный, мидл, плент. И шансов, конечно, у игроков команды Нави очень мало. Увы, этот раунд они, скорее всего, не возьмут. Ну и поменяли сейчас Гарденом позиции. Но, если честно, это немножко неправильная ситуация, когда вроде как одна команда писала, что нужно отменить матч, и матч не отменен в итоге. Ой-ой-ой-ой-ой, 2 в 1 остались. Есть дефуз, они сейчас могут взять раунд этот. О, боже мой. Без шансов для поляков. Неужели успели? 5? Нет, не успели. Я думаю, очень мало. Есть шанс. По-моему... Да, успел на последние доли секунды. И Паша Бицепс выходит из игры, нужно что-то ему пофиксить срочно. 13-3. 2 в 4, пистолетный раунд. Браво, команда Нави. Последний раунд в игре? Возможно. Именно так, 15-3. Кто бы мог подумать. В любом случае, Нави уже победят. Я не верю в какие-либо камбэки с такого хорошего счета. И, по-моему, это без шансов. Но, может быть, что-то получится у поляков под конец. Возьмут 4-й, там, 5-й, 6-й, 7-й. Но, в принципе, 3 в 4. И парни хотят, наверное, выходить. Пошел под мост сдох. Вот ослушались сейчас капитана, тренера, точнее, координатора. И в итоге Старикс негодует. Негодует, потому что вроде как сказал одно, а снайпер команды пошел и сделал совсем по-другому, и в итоге погиб. А сыграл бы с планта, скорее всего, он бы принял эти теки по 250 и так далее. Ну и в итоге Старик сейчас пытается как-то помочь Владиславу. Не знаю, то ли он сам ему пишет. Через чат, просто через чат пишет своей команде, что они дурачки, потому что раунд могли забирать налегке, а так вроде как 15-4 будет снова АК-47, и в итоге ничего не получится. Да не, на самом деле получится. Все, конечно же, получится. Я домой. Ну что, у нас вроде как может быть все-таки последний раунд, 15-4, минута времени до конца. Правда, размен был в пользу команды Нави, но вытягивают снова ребята из команды Virtus.pro. Это 2 в 3. Флейми с Эдвардом остаются. Один остается на Б-пленте, один пошел на А-плент. Перестрелка с А-плентом. Там Флейми делает 2 минуса. При этом, да, через коннектор вышел Таз. Он спускается обычно в секретку. И в итоге 1 на 1. Эдвард против Таза. Это легендарный, скажем так, 1 на 1, потому что один, что второй игрок играет на профессиональной просцене около 10 лет. Ну, Эдвард немножко меньше, он где-то в 2007 году играет за Virtus.pro, и Ваня Эдвард берет все-таки этот раунд. Браво, команда Нави, 16-4. Эмоции, видно, что упаливают на пределе, но ребята очень рады. Рады с собой, довольны и так далее. Все очень здорово.